Всем привет! Сегодня я буду готовить черную бабку. Если кто-то не знает, это очень вкусное такое молдавское, лакомство можно его назвать, потому что на конфеты не совсем похоже. Это очень вкусно и, наверное, необычно. Если приготовите, то вы сами все поймете. Ну и в конце, конечно же, я покажу. Я приготовила все ингредиенты, что нам понадобится. Сода, десяток яиц, пол-литра молока, 250 мл кефира. Растительное масло я беру подсолнечное рафинированное, 200 мл. Водка, сахарная пудра. Кстати, пудра достаточно дорогая, я просто измельчаю сахар в блендере. Можно это сделать в кофемолке, в общем, как хотите. И муки, тоже 300 грамм. В первую очередь нам нужно подготовить сухие ингредиенты. Муку просеиваем. Сюда же сахарную пудру добавляем. И соду. Соды нужно вот прям столовую ложку с бугром. Не бойтесь, сода особо там не чувствуется. Это так положено по рецепту. Все это мы перемешиваем, чтобы все такое однородное получилось. Теперь сюда мы добавляем растительное масло. И тоже все это перемешиваем, чтобы получились такие, как комочки. Теперь мы добавляем кефир. Понемножечку перемешиваем. Теперь точно так же понемножку вливаем молоко. Тоже все перемешиваем, добавляем. Можете воспользоваться миксером. Мне, честно говоря, ложкой просто удобнее. Это все очень быстро готовится. Все это растворяется. Нам нужно все это просто хорошенько вымешать, чтобы комочков этих не осталось. Вот такое тесто должно получиться. Жиденькое и полностью все однородное. Теперь сюда же мы добавляем водку. 2 столовые ложечки. И также мы все тщательно вымешиваем. Теперь занимаемся яйцами. В отдельную посуду разбиваем. И взбиваем яйца до белой пены. Вот примерно вот так должно получиться. То есть, видите, яйца раза в 2-3, наверное, точно увеличились. Взбивала я их, не меньше 5 минут. Это точно, может быть, больше. Теперь нам вот эти два теста нужно соединить. Теста получается достаточно много, поэтому возьмите какую-нибудь большую посуду, чтобы у вас все поместилось. Теперь это все мы перемешиваем. Миксер уже не нужен, достаточно ложки. Вот такое тесто должно получиться, вот как на блины. Жиденькое и очень такое воздушное, но все из пузыриков буквально состоит. Теперь готовим форму. Форму берем с толстым дном, что-нибудь типа чугунный. Желательно с таким антипригарным покрытием. Можно что-нибудь типа казана или утятницы. Вот это будет самый оптимальный вариант. Если у вас будет не с антипригарным покрытием, то помимо растительного масла нужно будет еще сверху, поверх масла, присыпать мукой. И тесто сюда выливаем. Теперь расскажу такие важные нюансы. Обязательно нужно закрыть крышкой. В моем случае я беру фольгу. Если вы будете делать в такой посуде, у которой будет крышка, которую можно ставить в духовку, обязательно плотно накройте. То есть доступ кислорода здесь не должен быть совсем, насколько это возможно. Поэтому хорошенечко все закрываем. Вот в таком виде нам нужно поставить в духовку. Я ее включила заранее. Прогреваем до где-то 190-200 градусов. Ставим вот в таком виде на 1,5 часа. Через 1,5 часа нужно градусы уменьшить до 100. И уже при такой температуре оставить еще на 1,5 часа.
То есть, чтобы вы не забыли, не перепутали, это очень важно, потому что это блюдо, оно именно томится в духовке. То есть у вас в общей сложности оно в духовке проведет, ну, где-то 3 часа. Если будет какой-то сильный запах, вы не переживайте. Можно чуть-чуть пораньше убавить огонь, но в принципе это нормально, потому что там образуется корочка. Эту корочку можно срезать. Это, ну, как бы на вкус не повлияет, ничего страшного не произойдет. После того, как время выйдет, лучше всего просто выключить и оставить остывать в духовке. Ну, хотя бы на часок. То есть, если вдруг где-то не дошло, не дотомилось, она будет в остывающей духовке стоять и уже сама доготовится. Пока будет стоять в духовке, открывать нельзя духовку, ни в коем случае крышку не поднимайте. То есть вот в моем случае фольгу. Если поднимете, вот скорее всего у вас бабка осядет, опустится и получится как резиновый. Поэтому сами себе постарайтесь ничего не испортить. Отправляем. Бабка у меня остыла. Она такая еще немножко тепленькая. Но вот здесь конденсат собрался, поэтому немножечко прилипло. Вот видите, как она хорошо отошла от стеночек. Вот ее сразу можно так доставать. Вот все, она готова. Вот эти все краешки, они более жесткие. Вообще эту корочку можно обрезать. Ну, она вкусная, нормальная, ну, съедобная, скажем так. Но не такая, как серединка. То есть внутри, конечно, она совсем другая. Я покажу, как она выглядит внутри. Вообще ее нужно нарезать на кусочки. То есть просто такие ломтики сделаете. Вот этот краешек можно при желании срезать. Ну, если он получится у вас более такой жесткий или еще что-то. И вот такие кусочки должны у нас получиться. Она очень темная. Сейчас еще отрежу, чтобы, может быть, получше было видно. Вот она, видите, такая достаточно пористая структура. И она, вот видите, как пружинка. Она мягкая-мягкая такая, ну, своеобразная, в общем, консистенция. И очень вкусная, правда. Вот кто не пробовал, очень советую. Очень интересная такая вещь получается. Надеюсь, понравится, когда приготовите, попробуйте. Вот такая красота получилась. Надеюсь, все понятно, как готовить, весь процесс. Попробуйте сами. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.